Ну, тоже такая тематическая. Холодное лето. Тоже в ожидании отпуска я была, видно. Здесь я люблю вот этот кусок, я вам его поближе покажу. Этого оранжево-коричневого с вот этими остальными цветами. Зелеными, ультрамарином, фиолетовую сторону. Это краски. Нет, сначала я здесь писала, рисовала, просто по рисунку прошлась фломастером толстым. Потом вот этими красками, которые гуашево-акварельные. И уже доводила детали Neocolor 2. Тоже особый цвет. Вы обратите внимание, когда краска плотная, здесь одно настроение. Когда краска полупрозрачная, она берет часть от крафт бумаги, уже настроение получается другое. Больше гармонии цвета, потому что они смешиваются между собой. Это просто такой зарисовка, острые камни. Не очень удачно, я считаю. Тоже огородно-садовые зарисовки, не с натуры, под настроение. Это внизу воды была цель, какое-то движение, фактуру какую-то. И захватить прозрачность листа и прозрачность краски в отношении крафт бумаги, и в то же время сделать движение в небо. Здесь у меня, я считаю, удачный такой эксперимент с вот этим флуоресцентным фиолетовым и розовой кошкой. Вот я поближе вам покажу. Я считаю, что это удачно по цвету у меня получилось. Здесь тоже на огородную тему. Я эту работу назвала «Дачникам посвящается». Вот тоже такие зарисовки немножко про принцесс и девочек. Убегающая принцесса. Это масляная пастель. Сверху гуашь. Просто без настроения я пятна рисовала. Здесь у меня была идея использовать гуашь полупрозрачную от набора IKEA, который у меня оставалось. Как раз мне нужно было вот движение воздуха, движение неба, движение велосипеда. Неудачное. Это я писала свой страх, которого я испугалась. И в итоге не подружилась с ним. Это вот этими красками. Может быть, с использованием другой гуаши тоже. Точно я не помню. Это тоже с использованием линии, карандашей. У меня это фирмы Кохинор. Они, кстати сказать, не цветостойкие. Не светостойкие, чтобы вы знали. Для художников это не лучший материал. Тут я что-то пробовала. Тут я делала выкраску этих постерных красок. Вот они. Это просто они тут я их смешивала, и они на крафт бумаге, а здесь они на белой бумаге. В общем-то, весь этот набор, кроме черного и белого. Черным я не пишу. Снова говорю, я уже не раз говорила об этом. Ну что, теперь второй скетчбук. Если видео будет очень длинным, я его разрежу.
две части. Это я получила только эти краски Сакура. Специалист. Ой, извините. Потому что Сакура специалист, это у меня есть масляная пастель, а это Сакура постерные краски. Еще не знала, как ими писать, плюс еще не знала, в этом же заказе заказала вот этот альбом для смешанных техник. Тоже не знала, как будет вести себя бумага, поэтому экспериментировала с разными. Разных техниках, и с линией, и без линии. Очень мне понравилось сразу, как коричневый замешивается с другими цветами в этом наборе. Отлично так работает. Вот такие настроенческие вещи тоже нравится, что белый густой, его можно взять густо на кисть и сделать фактуру, вот как здесь. Такие портреты с фотографий чужих. Немного движения. Что-то такое быстрое по движению, по настроению, по цвету. Да, хотелось писать что-то такое жизнерадостное про девчонок, подружек, про какие-то радостные моменты. Валяешься в траве, шушукаешься, смеешься, смотришь в небо с подружкой. Вот такой дядечка в оранжерее. Здесь тоже сочетание. Там у меня была в том скетчбуке такая работа с розовой кошкой. Отчасти это похоже. Фиолетовой, коричневой. Здесь у меня неудачная работа. Сзади нее я пробовала фактуры гуашью разные. Здесь тоже неудачные. Дальше у меня идут такие четвертинки, потому что энергии даже на формат А4 перед отпуском не было. Потому я немножечко по цвету пошла, без проработки. Это у меня кошечка идет по тропинке. Здесь тоже дорабатывала Neocolor 2. Уже под настроение этими красками гуашевыми, которые прозрачные. Это гуашь поплотнее какая-то, не помню даже что. Нашла видео в Пинтересте, где ромашки там с разных ракурсов показывают. И сделала несколько стоп-кадров и написала вот такую серию. Я люблю варианты смотреть, придумывать композицию, которая прокручена с разных сторон. Тоже немного по настроению, чтобы это был какой-то этюды такие маленькие по цвету, по композиции. Не сильно удачно. Здесь тоже не считаю это удачным. Здесь задумка была лучше, чем воплощение. Бокал вина или вино на двоих. Такая садово-огородная тема тоже зелени. Мне нравится этот теплый зеленый. Я думаю, что многим тоже он нравится. С ним хорошо идет оранжевый, коричневый. А здесь фиолетовый и розовый, они холодные по сравнению со всем остальным. Тоже такое настроение романтичное с домиком. Вот такой сад.
тоже под какую-то лекцию историческую на ютубе смотрела, и слушала и рисовала то, что рисовала. Спрут, девочек. Эта девочка говорит, смотри туда, смотри туда. Там, наверное, какая-то большая рыба, и она уже уплыла. Уже на тему заката. Это без настроения совсем, ну, с таким, не знаю, грустно. Здесь оранжерея. И голубь на нее смотрит. Курлык, курлык. Здесь тоже на тему такую про девушек и простую счастливую жизнь на кухне. Котика нарисовала потом, что интересно, в самом конце. Что-то портретное старалась. Не очень удачно. Здесь у меня с другой стороны. Это у меня не получилось. Это с другой стороны что-то тоже. Этюды на тему деревни. Что у меня тут еще? Тоже пыталась какие-то итальянские дворики, что-то рисовать. Сзади у меня фломастер пропечатался. Собственно, все. Это все, что я писала до отпуска. Надеюсь, разберусь с делами и продолжу писать. Спасибо за просмотр. Очень рада была тому, что вы меня посмотрели. Не забудьте написать мне, если вам понравился просмотр. Всего доброго, до свидания.